сегодня появилась идея немножко доработать наш Nissan Leaf и установить у него систему автоматических доводчиков стекол, то есть чтобы при закрытии автомобиля стекла поднимались вверх. С этой целью был приобретен вот такой вот наборчик. Значит, выглядит он примерно следующим. Вот. Значит, схема предельно простая. Он вставляется в разрыв родной проводки, поэтому резать нам ничегошеньки не надо. Что мы видим здесь? У нас с вами блок управления, липучка, какая-то карточка и вот такой вот жгут проводов. То есть у нас с вами по большому счету удлинитель между родной фишкой и разъемом кнопок водительской двери. Нам нужен будет доступ только к водительской двери, остальные нам трогать не надо будет. Вот этот провод, я так понимаю, нужно подключить, единственный нужно подключить к разъему кнопки двери. Все у нас должно стать то, что называется bolt-on, то есть без всевозможных вмешательств. Значит, что нам с вами понадобится? Ну, в принципе, по моим скромным подсчетам, понадобится отвертка и вот такая лопатка, чтобы ничего не сломать. Ну, еще раз давайте глянем. У нас с вами вот это все подключается в родные разъемы, и только вот этот провод подключается к кнопке на ручке двери, к управляющему проводу. Собственно говоря, все. Теперь осталось самое интересное, это разобрать двери, дверную карту и установить наше с вами устройство. Погнали пытаться разбирать. Буду делать это первый раз. Значит, насколько я помню, у нас вот здесь вот один болт за вот этой заглушкой, и нужно снять вот эту чудо-панель. Ее мы будем поддевать с двух сторон нашей лопаткой, а здесь нужно снять вот эту сейчас защиту и открутить болт. По-моему, больше нигде не держится. Сейчас в процессе разборки проверим. Значит, для того, чтобы снять панельку, мы ее вот подцепили снизу, потом я поделал ее вот так вот здесь. И для того, чтобы подщелкнуть заднюю сторону, сделал вот таким вот образом. И она у нас, вот вы видите, готова. Аккуратненько, не переусердствуйте. Вот. Ну, в принципе, вот это и есть наши с вами разъемы. Если бы не надо было цепляться за кнопку, за провод, управляющий от кнопки, то можно было бы карту, в принципе, вообще не снимать. Ну вот, ну теперь, сейчас нам нужно, вот видите, вот он болт держит, и здесь болт. Сейчас мы их открутим, снимем карту и будем устанавливать нашу штучку. Кстати, может быть, потом будет настроение вот в эти кнопки вставить, добавить подсветку, ее немножко не хватает. Вы видите, мы сняли уже заглушечку, сейчас будем откручивать и этот болт. Дальше, друзья, абсолютно варварским методом отрываются защелки, и карта снимается вверх. Только аккуратно, не перестарайтесь. Так, наша дверь выглядит следующим образом. Вот все наши разъемчики. Так, сейчас я найду провод, управляющий с кнопки. А вот здесь самое интересное. 3 провода уходит, а приходит 5. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас плюс может появляться для подогрева зеркал. Сейчас проверим. Возьму тестер и проверим. Значит, по инструкции нужно вот этот провод соединить с фиолетовым проводом, идущим от кнопки. Вот он, если видно. Только нужно через низ пропустить, чтобы опускающееся стекло не оторвало. Ну и какая-то вот такая вот хренобобина получается. Итак, получился промежуточный результат.
Значит, я так понимаю, что контакта не получилось на кнопке, потому что... А нет, получилось. Причем сработало, как вы видите, концевик кнопки, несмотря на то, что ключ не достал до антенны. Давайте еще раз я продемонстрирую, как это работает. Итак, у нас с вами опущены 4 стекла. Теперь нажимаем. Задняя правая, передняя правая, задняя левая и водительская. Вот примерно так. То же самое происходит с кнопки. На разную высоту нажимаем на кнопочку. Все. Наш с вами прибор установлен. Что нам с вами осталось сделать? Осталось нам с вами собрать вот эти сопли. И все. Прекрасно, прелестно. Пробуем с кнопки. Хочу сказать, тут два сиреневых провода. Вот один тоненький, а вам нужен тот, что потолще. Вот к нему именно нужно прикручиваться. И да будет вам счастье, все будет работать. Дверную карту, значит, я уложил и вставил блок. Он у меня приклеил вот здесь вот на белом выступе. Сверху я его приклеил. Чтобы поставить вот эту штуку на место, нам нужно спрятать там разъем. И вот так, вот таким вот образом. Все. Защелкнули. Проверяем конечный результат. Пробуем с ключа. Оп, правая сторона закрылась. Работает. Итак, друзья, установили мы нашу замечательную вот эту штуку. Видите, Nissan Window Closer. Значит, я вам еще раз покажу инструкцию. Вот таким вот образом она выглядит. Что мы получили? Подключив всего по большому счету один провод. Вот мы выключили зажигание и вышли с машины. Нажали кнопочку, и у нас закрывается окно. Задняя левая, и сейчас водительская. Оп, и водительская закрылась. Давайте повторим процедуру с ключа, дабы убедиться, что у нас все работает правильно. Вот я открыл для наглядности еще раз окна. Как вы поняли, первый раз я не очень правильно подключил. Я подключился к сиреневому проводу, но не к тому. Поэтому у меня через раз срабатывало. Теперь то же самое мы проделаем с ключа. Мы вышли, заглушили машину, нажали на кнопку, поехала. Задняя правая, передняя правая, задняя левая и водительская. Отлично. Внимательно устанавливайте, ничего сложного нету, может сделать, не надо никаких сервисов, может сделать кто угодно, имея, допустим, разъем автомобильный для прорезания проводов, чтобы он стоит из серии 2 гривны, вот, с помощью которого вам не нужно будет ничего подматывать, вы просто одели сверху на провод разъемчик, у вас получилась клемма. Все, вы подсоединили в разрыв наше устройство, подсоединили один провод, поставили карту, которая снимается на 2 болтах, и получили в машине вот такой вот замечательный бонус, который вам дозакрывает окна, если вы вдруг забыли. А я вам хочу сказать, что может быть проблема из-за приоткрытого окна, затечет, зальет блок управления стеклоподъемниками. Удовольствие не из дешевых. Вот, друзья, немножко улучшили мы наш лифт. Если что, пишите, интересует, пишите в комментариях. Обязательно поставьте лайк, нажмите колокольчик. Ну, если вам не понравилось видео, тоже поставьте лайк. Вот, всего вам хорошего, друзья. Пока.